Друзья, вы только посмотрите, сколько велосипедов. Нахожусь я в университетском научном городе Эрланген. Добраться сюда из Нюрнберга очень легко. Можно доехать на прямом региональном поезде всего за 15 минут или на городской электричке S-Bahn. Дорога займет около 30 минут со всеми остановками. Здесь расположен знаменитый университет имени Фридриха Александра и одна из крупнейших университетских клиник Германии. Сюда приезжают пациенты не только из соседних городов, но и из других регионов страны. Однако сегодня речь пойдет не о медицине, а о самом городе и его атмосфере. И мы прогуляемся по уютным улицам Эрлангена, посетим Дворцовый парк, заглянем на знаменитый фестиваль Бергкирхенвайх и посмотрим, чем этот город привлекает жителей и гостей региона. В Эрлангене проживает около 120 тысяч человек. Несмотря на относительно небольшие размеры, город очень живой, современный и уютный. Благодаря большому количеству студентов здесь всегда чувствуется молодежная энергия. Но научный этот город не только из-за университета, но и из-за компании Siemens. В этом здании университетский механик Эрвин Мориц Ранигер в 1877 году, работая еще в университете, основал здесь мастерскую по производству медицинского оборудования. И впоследствии здесь возникло подразделение «Медицинская техника» компании Siemens. И уже сегодня именно здесь находится крупнейший в мире офисный исследовательский центр Siemens. На территории города работают десятки тысяч сотрудников компании. И именно здесь разрабатывают технологии будущего, системы для железнодорожного транспорта, промышленную автоматизацию, интеллектуальные энергосистемы и медицинское оборудование. Так что половина города работает или в компании Siemens, или в университете. И почти все они ездят на велосипедах, потому что город компактный, за 15-20 минут на велосипеде можно доехать в любую точку города, и компании поддерживают велосипедистов льготами. Впереди виднеется новая городская церковь. Она очень похожа на гугенотскую церковь, и они обе построены в 17 веке. А о гугенотах я расскажу вам позже. Но одной из главных достопримечательностей города является Дворцовый парк Шлоссгартен Эрланген. Это красивое место для прогулок с ухоженными аллеями, фонтанами и зелеными лужайками. Здесь любят отдыхать местные жители, студенты и туристы. Сам дворец Эрланген-Шлосс был построен в XVIII веке и сегодня используется университетом. Территория вокруг него остается одним из самых красивых уголков города. А это гугенотский фонтан. Итак, гугеноты – это французские протестанты. В XVI веке во Франции они неоднократно подвергались преследованиям из-за своих религиозных убеждений. И король Генрих IV подписал эдикт, который дал гугенотам свободу вероисповедания. Однако позже Людовик XIV отменил этот указ. После этого начались новые гонения, и они были вынуждены покинуть страну. И около 200 тысяч гугенотов бежали в разные страны Европы. Часть из них принял маркграф Кристиан Эрнст, который пригласил переселенцев в Эрланген. Кстати, эта статуя посвящена ему. Этот памятник был установлен в начале XVIII века, окружен декоративными фигурами. Статуя изображает маркграфа в торжественной позе, а пьедестал украшен скульптурами, символизирующими его победы.
Хочу отметить, что марграф – это титул графа, который руководит какой-то территорией, краем или областью. С латинского это обозначается маркой. И именно они во многом определили облик города. Гугеноты построили новый район с широкими прямыми улицами, открыли ремесленные мастерские и внесли огромный вклад в развитие экономики и культуры Эрлангена. Поэтому, гуляя по историческому центру, вы видите не только немецкую, но и французскую страницу истории этого города. Каждый год в конце июня этот дворцовый парк превращается в место проведения одного из самых красивых летних праздников Schlossgartenfest. Организует его университет имени Фридриха Александра с 1954 года. И за десятилетия он стал одной из крупнейших и самых известных садовых вечеринок Европы. Ежегодно сюда приходит около 6 тысяч гостей. Преподаватели, студенты, выпускники, представители науки, бизнеса и политики. На один вечер весь парк преображается. Здесь устанавливают танцевальные площадки, украшают деревья тысячами огней, играет живая музыка, работают рестораны и бары. Гости приходят в вечерних платьях и костюмах, поэтому атмосфера напоминает настоящий бал под открытым небом. Это элегантное торжественное мероприятие, и многие жители Эрлангена считают приглашение на этот праздник особой честью. На территории этого парка есть кафе «Мингин». Это классическое кафе прямо у входа в Дворцовый парк. Здесь особая атмосфера. С одной стороны историческое здание и ощущение старой Европы, а с другой стороны оживленный центр города и вид на парк. Летом особенно приятно сидеть на террасе и наблюдать за людьми, которые гуляют в Шлоссгартене. И главная фишка этого места – это десерты. Здесь подают торты, пирожные, штрудели и классическую выпечку, а также кофе и легкие блюда для завтрака или обеда. Многие приходят сюда именно после прогулки по парку, как логическое завершение маршрута. Раньше это была церковь, а сейчас это один из факультетов университета. И до этого я вам показывала здание, это тоже были дворцы, и на данный момент это действующий университет. А еще Эрланген знаменит своим большим народным праздником – Бергкирхвайх. Многие сравнивают его с Октоберфестом или баварским фолькфестом. Местные жители называют его просто Берг – гора. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч гостей, чтобы насладиться атмосферой праздника, музыкой, традиционной едой. Ой, а полиция продает хот-доги. Вход на этот фестиваль свободный, но надо пройти контроль. Фестиваль проходит на холме среди старинных погребов и считается одним из самых любимых народных праздников Баварии. Да, он действительно похож на фолькфест в Нюрнберге. Прочувствуйте сами этот баварский вайб. Есть такая лотерея, вот так вот покупаешь лотерею, выбираешь баллы и забираешь цветы. Вот чтобы такой лимон получить, надо 1200 баллов набрать. Ну вот, лучше, чем какие-то игрушки, на мой взгляд. И не прошли мимо, выиграли вот такой цветок. А в
этом здании бывшей старой ратуши сейчас располагается городской музей города Эрланген. Здесь можно проследить историю развития города, эпохи гугенотов, а также развитие медицины, университета и техники Siemens. Фонтанный зал этого музея Бруннензале открыл двери для молодоженов. Здесь можно в элегантной обстановке провести церемонию бракосочетания. И после церемонии можно организовать небольшой фуршет. А сейчас обратите внимание на фонтан Паули Бруннен. Фонтан был построен в XIX веке благодаря щедрому пожертвованию от местной семьи Паули, а именно от Фридриха Соломона Паули. Автором проекта выступил нюрнбергский архитектор Фридрих ван Дерер. По краям чаши сидят две аллегорические женские фигуры в античных одеждах. Эрлангия символизирует город с его местной промышленностью, и Альма-Матер олицетворяет науку, университет. Ждем поезд, возвращаемся в Нюрнберг. Встретилась с подругой в торговом центре Франкен Центр, а здесь очень вкусная пицца в пиццерии Росса. Я не любитель пиццы, но если вкусное тонкое тесто и хорошая начинка, почему бы не поесть. Так что имейте в виду, на самом нижнем этаже есть пицца Росса. Ну и как всегда, реклама на моем канале есть, а денег от нее нет. Считайте, что это самая реклама, это моя личная рекомендация. Вы только посмотрите, сколько начинки. Да, они щедры. Интересно, что это за мука такая желтоватая? Вы знаете? Напишите в комментариях.
Вы только посмотрите, какое атмосферное заведение. Это итальянская пиццерия «Маэстро» в Нюрнберге. Здесь можно заказать пиццу, пасту и ароматный кофе. Здесь я встретилась с другой подругой. Вы не думайте, это совсем другой день и даже другая неделя. А то вы подумаете, что я целыми днями только хожу по кафе и встречаюсь с подругами. Нет, это не так. А хотелось бы. Чемпионат мира впервые еще из всей Средней Азии, с чем я искренне поздравляю и желаю побед. И сегодня они будут играть с сильной командой. В Юрте открылась новая бекерай. Кстати, халяль. Цены приятные, недорогие. Написано «С любовью из Балкана». А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно.